Так, всем привет, ребят. Как и обещал, записываю видео. Тема сегодняшнего видео у нас а, это наборы, сеты, как удобно называйте. Здесь они называются наборами, но буду говорить обычным таким понятным языком. Те ребята, которые уже играют подобного жанра игр. Ну, сеты. Какие сеты, в частности, какие сеты лучше каким классом подойдут, как можно их комбинировать, как их активировать, что мы с этого получаем и так далее. Я постараюсь видео просто коротко сделать, но будут аспекты, моменты, которые я буду более подробно объяснять, дабы новички, которые сталкиваются в первый раз, до них это дошло и было мало вопросов. Забегая вперед, говорю, ребят, если какие-то вопросы бывают, пишите в комментарии, обсудим, либо на стриме, приходите, каждый день практически стримим. Вот. С вас лайк, подписка, с меня видос. Ну что, погнали. Смотрите, ребят, наборы сета. Первый раз вы столкнетесь с набором именно сетовой активацией набора, скажем, из двух кусков, вы столкнетесь уже с 60 плюс левела. Это будет неполноценный набор, у вас будет, допустим, нажмете вы на шмотку свою, на 60-ю, вы увидите, что у вас набор из двух шмоток только может быть шлема и вашего тела, брони. Вообще полноценный набор сеты откроется у вас с 70 плюс левела. И обращать на это внимание я рекомендую именно 70 плюс левела. Именно что-то делать со шмотом, обязательно заиметь себе красный шмот, да, и уже подбирать наборы. Я играю за мечника, за воина. Мой выбор. Давайте по порядку, какие вообще есть сеты, наборы. Наглядно, как мы их получаем. Вот у меня шмотка есть на складе, да. У вас не открытая. Вы можете просто, когда получаете красную шмотку, на ней у нас есть в правом углу такой в ромбике нарисованный глазик. Нажимаете на него, и вы получаете на экран весь список набора, какие вообще есть. Да, первый набор у нас это идет, я не знаю, перевод у них везде по-разному, с английского я не знаю, как у вас будет это называться. Давайте мы будем его называть именно в набор, как у нас сет стакается, да, как он соединяется. И на урон это у нас набор грома есть. Потом есть у нас набор доблести, это на деф больше. И у нас есть набор еще священный. Это больше для целителей, для хила, для буста от хила вспомогательно. И есть у нас набор всесилия называется. Но этот набор нам дает лишь характеристики. По два пункта каждой характеристики. Характеристики имеются в виду базовые все, которые у нас перечислены в этом списке. По 2 очка за каждый набор. И у нас оно активирует еще бонусный скилл, пассивные умения каждого набора. Набор может состоять из одного, из двух, из 4 кусков. То есть это 5 вещей, да, то есть 4 вещи у вас всего 6 шмоток, 4 вещи у вас участвуют в наборе.
Активация набора, допустим, самая первая, да, у вас будет, допустим, возьмем, да, набор грома на атаку, да. У вас с одной шмотки бонус стат 1 будет, соединенные с набора из двух шмоток 1, 4 уже полноценный весь набор. Это у каждого набора. Это что касается, сколько у них комбинация именно в шмот участвует. Запоминаем, что оружие и вспомогательное оружие, либо щит или колчан, неважно, да. Главное и оффхенд, они не участвуют в этом наборе. У оружия и у вспомогательного слота у них отдельно свой навык дополнительный. Допустим, у оружия у вас по дефолту у всех классов, кстати, сразу скажу, у всех классов наборы одни и те же. У всех. И на оружии, и на защитном, и набор именно шмотов. У всех наборы одинаковые. Давайте посмотрим оружие. Оружие что у нас? Самое первое это завоевание. У нас бонус к доп урону идет, 3% шанс, что 75% больше урона на 3 секунды нас бафает. Хороший скилл. Вот. Второй наблюдатель. Но тут, скажем так, для ПВП некая затычка, чтобы не проседать против сильных чуваков, которые очень сильно упоролись в уклон. Единственный момент, что тут КД, восстановление скилла 25 секунд, учтите это. Так что попадание не игнорируйте как стат, постоянно контролируйте его. Оба хороших навыка, но чаще всего все бегают с первым, ну, доп урон все-таки получше. Дальше у нас идет уже, они также по рангам распределены, это красные, золотые и лиловые, да. Дальше у нас идут, это буст в процентах как деф, так и атака, так и усиление базовых статов нашего оружия, да. Что из них кому хорошо, тут все просто. В каких статах вы проседаете, как вы себя, в каких статах, в каких ситуациях вы себя некомфортно чувствуете, тот стат и старайтесь оставить. Все актуальные, все хорошие. Выделю парочку, которые самые такие. Это усилитель, это усиление снаряжения, увеличивать базовые характеристики 10%. То есть базовые характеристики, первая строка каждой шмотки, действует не на всех шмотках, а именно на том, который он активировался. Активировался он на оружие, действует на базовые характеристики оружия. Плюс 10% к этому. Крутой скилл из золотых. Все верхних хранитель шанс сопротивления контролю 5%. Очень крутой стал. И последующий также. Крит удар на жир крита нам и сопротивление криту. Дальше у нас тут говорить не о чем. Это буст атрибутов наших, там сила, стойкость, интеллект, телосложение и так далее, да. Единственное вот эти статы лиловые, они действуют на все. Не именно в шмотке, на все. Дальше, ребята, вспомогательное оружие. Тут уже наборы другие и статы другие. У нас единственная красная набор, говорю, извиняюсь, способность. Охотник наносит на 20% больше урона целям, у которых меньше 20 ОЗ. Очень крутой набор на добивание, когда лоу хп у цели. Все стремятся его взять, как вариант. Но это на урон. Что можно посоветовать ДД, если full heal или что? Есть такое. Благословление дает благословение, усиливающее действие зелья во время боя на 25%.
а к зельям относится именно и баф тоже. Хорошая способность как для саппортов, так и для танков. Меткость, уклон понятно, усиление характеристик снаряжения, это мы разбирали в оружии точно сам. Ну и статы. Статы уже где как. Так, по классам абсолютно все те ребята, кто наносят урон, они вылавливают красный стат, что в пушке, что там, но в рыжих статах есть интересные статы тоже. Допустим, я бегаю с усилением, да, базовых статов, то, что мне прокнуло, но я хочу здесь прокнуть первый стат, завоевание, и здесь добивание, но это со временем. Смотрите, ребят, дальше. Набор нашего шмота. Как и говорил, наборов 4 штуки. То есть это гром на атаку, на деф, на отхил саппортом и к характеристикам. К характеристикам, скажем, мы не будем рассматривать, потому что, мое мнение, это самый такой слабенький сет. Они по рангам так и распределяются. Священные это фул для хила, ОЗ, лечение и при исцелении шанс критического исцеления. То есть двойным эффектом можем излечить. Будем рассматривать, что это понятно. Первый, второй. Первый это у нас буст на крит урон. Не шанс крита, а именно сам крит, то есть вес крита. И у нас есть такое. Когда предел ОЗ у нас ниже 50%, мы урон увеличиваем свой до 12% пропорционально уменьшению ОЗ. То есть с каждым уменьшением у нас повышается пропорционально вот этому усилению от 50%. Хорошая способность, если фул делать вот этот набор, все из 4, для персонажей, которые любят хитаться и терять хп. Рейндж героям по типу магов это не очень, потому что они не любят долго на лоу хп бегать, но такой буст. Второй момент, здесь у нас набор с уклоном Full Def, полный деф у нас идет, и чуть-чуть макс физ защиты дает с первого стата. С набора из 2 шмоток у нас уже идет не усиление крита, а снижение этого крита на 15%. И из 4 у нас дает пассивная способность, что у нас 15% шанс возродиться с 30% ОЗ при получении смертельного удара. То есть у вас остался хп такого, что у вас с этого удара добили. Шанс 15%, что сработает вот этот навык, и вы возродитесь с 30% хп. Теперь разберем, ребят, кому какие сеты тут подходят. Заранее скажу, ребят, мое мнение, тут нету привязанного какого-то сета, кому лучше какие подойдут. Мое мнение может во многом отличаться от вашего, но мой выбор все-таки комбинированные сеты. 2-2, то есть 2 куска с одного набора. Допустим, мы 2 берем с этого, с грома, и 2 берем с доблести. Почему так делается? Смотрите, ребят, что в первом случае у нас есть условие, при котором мы получаем буст. Хороший навык, я ничего против не имею. Возможно, я тоже буду с ним когда-то потом играть, возможно и нет. На данном этапе я считаю, что самое эффективное это 100% стат, который мы можем получить. И здесь возрождение 15%. То есть 2 поинта потеряны, что шанс будет с возрождением 15%. Шанс. Тоже хороший навык, а чаще всего в каких-то моментах, если возродиться, когда вы его убьете, это будет неприятно. Но тут вот такая фишка, то что если с большой буквы. Поэтому, ребят, у кого, допустим, проблемы с выживаемостью, скажем, да, с плотностью своего персонажа, и вы хотите как-то комбинировать, сбалансировать свой персонаж, вы хотите и урон, но и отстаете по защите,
Делайте 2-2, комбинируйте 2-2. Как вариант. Можете фул взять второй, чтобы на дефе. В случае чего, что у вас будет какой-то шанс возродиться, если вам это поможет. Мой выбор именно я, как играю. Вот, набор из 2 грома. Я получаю атаку 30 поинтов и 12 к урону, 12 крит урону. Также доблесть. Из 2 дефа очки получаю по 60 и 15 сопротивления криту. Вот, ребят, это что касается наборов. Почему записываю это видео? Возможно, многие об этом даже знают, я уверен. Но часто попадались вопросы и спрашивают, чтобы такие вопросы отпали. И те ребята, которые даже в первый раз играют, либо они в чем-то сомневаются, им нужно кого-то послушать или просто чье-то мнение. Вот мое мнение и как я вижу про эти наборы. Момент, как эти наборы делаются, как правильно их преобразовывать, покажу я вам сейчас. Допустим, вы получаете красную шмотку, неважно, от 60-го левела, 70-го. Выше вы уже только камни будете получать для грейда свою шмоту. Допустим, 70-я шмотка вам выпала. Что нужно, чтобы нам поменять набор? Нам нужны камни. Камни сейчас покажу. Вот такие. Называется медь. 100 меди нам надо для набора. Нажимаете кнопку «Извлечь шмотку», выбираете, которую надо. Нам нужно 100 меди и нам нужно камень духа, 4 штуки. Где они добываются? 100 это понятно. Медь постоянно вы разбираете шмот с 70-го левела. Чем выше ранг, тем больше меди. И мы также получаем те кристаллы духа при разборе красного шмота. Именно 70-й левел нам дает 4, 60-й, насколько я помню, память не есть, не изменяет, 2 кристалла. Стоит ли разбирать? Да, ребят, стоит. Если вы набор собираете, обязательно разбирайте. Делаете разбор, получаете эти ресурсы и пробуете его извлечь. Нажимаете шмотку, которую хотите перевод, нажимаете извлечь. Вот у вас кнопка. Не бойтесь, пока вы не сохраните, вы не получите, не замените тот стат, который у вас уже находится. Вот. И так, у нас что я хотел, сейчас посмотрю, какое же все. Так. Ладно, я щит хотел, наверное, сделать, попробуем, вдруг повезет. Нет, не повезло. Вот так и вы получаете, если вам навык устраивает, если вы добили навык, который вам нужен, вы нажимаете сохранить. То же самое касается наборов. Один в один, ничем не отличается. Тоже так же нажимаете, получаете вот набор, название набора, как написано, каждая доблесть, гром и так далее, да. Так, это в принципе все, ребят. На этом можно завершать видео. Что касается именно снаряжения на данном этапе, усиление и насчет атрибутов всего этого уже много раз говорилось в разных видео. Тут я уже еще пока что добавить ничего не могу. В дальнейшем с 85-го левела плюс будет еще видосов в дополнение к этому. Что касаемо шмота, его грейда и что это как делается. На данном этапе до 80-го актуальное то, что до вас сейчас в этом видео хочу донести. В принципе все. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, ребят. Не забудьте прожать колокольчик, чтобы вам приходило оповещение на канале. Всем добра, всем удачных каток. Пока.